Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы подробно с вами разберем, что изменится в правилах движения на немецких дорогах и каким новым ограничениям нужно готовиться, чтобы избежать лишних расходов на штрафы. Сначала важная тема для всех автомобилистов. В Германии обсуждается радикальное снижение скорости на части загородных трасс всего лишь до 80 км в час. Кто сильнее всего почувствует последствия этих изменений и насколько же дольше теперь может занимать дорога до работы. Во второй части выпуска вас ждут скрытые ловушки и штрафы на частных парковках у супермаркетов в Германии. Мы с вами разберем, что важно перепроверить, чтобы не получить квитанцию на 40 евро за обычный поход за продуктами. А под занавес подробный разбор схем обмана на заправках. Вы узнаете, как работает так называемая афера с винтом, из-за которой некоторые водители неожиданно оплачивают чужое топливо. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, многие водители в Германии сегодня ошибочно считают загородные трассы самыми безопасными, однако статистика показывает более сложную картину. Резкие повороты, отсутствие раздельных отбойников и ограниченное пространство для маневра при встречном разъезде нередко приводит к тяжелым последствиям. Именно на узких проселочных дорогах сегодня происходит значительная часть смертельных ДТП в стране. На этом фоне в Берлине готовится масштабная конференция по безопасности дорожного движения, где одним из центральных пунктов обсуждения станет именно предложение немецкого совета безопасности DVR на дорогах шириной менее 6 метров ограничить скорость до 80 км в час, а перед перекрестками даже снижать ее до 70 км в час. Для многих жителей Германии такая реформа может означать дополнительные расходы и увеличение времени в пути. По мнению сторонников изменений, новые ограничения должны наоборот повысить безопасность движения, однако критики инициативы напоминают, что еще буквально в 2021 году чиновники и около 400 профильных организаций поставили цель сократить смертность на дорогах на 40% к 2030 году. При этом статистика последних лет, друзья, показывает, что добиться заметного снижения пока не удалось. Если, например, в 2021 году в авариях погибли 2562 человека, то к 2025 году этот показатель вырос до 2814 человек. Президент DVR признает, что прогресс идет значительно медленнее ожидаемого, поэтому сейчас все чаще обсуждается вопрос, помогут ли вообще новые ограничения скорости повысить безопасность или водители столкнутся прежде всего с дополнительными ограничениями и более строгим контролем на дорогах. Автомобильные эксперты сегодня продолжают настаивать, что одним из самых эффективных инструментов для повышения безопасности на дорогах является именно снижение скоростных лимитов. Сторонники этой идеи приводят показательные сравнения, утверждая, что современные автомобили оснащаются все более совершенными системами безопасности, однако потенциал этих технологий не всегда реализуется в полной мере без дополнительных мер организации дорожного движения. Руководители профильных ведомств регулярно обращают внимание на многочисленные памятные кресты вдоль дорог, подчеркивая, что на части проселочных трасс необходимо принимать дополнительные меры безопасности, включая и установку новых ограничительных знаков. Помимо снижения скоростного лимита до 80 км в час, Совет безопасности DVR предлагает целый комплекс и сопутствующих мер, о которых вы должны знать. В центре внимания находится более 10 тысяч потенциально опасных участков дорог в Германии, которые предлагается модернизировать и сделать безопаснее за счет государственных инвестиций. Также обсуждается проведение масштабного технического аудита дорожной инфраструктуры абсолютно по всей стране. Для автомобилистов нас с вами это может означать более строгий контроль за соблюдением правил дорожного движения. Рассматриваются варианты расширения использования современных систем контроля, включая те специальные камеры и радары, о которых я вам рассказывал
для выявления нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов, например, за рулем. Кроме того, продолжается обсуждение возможных изменений в законодательстве, касающихся ответственности владельцев транспортных средств. И вдобавок к дорожным проверкам план предусматривает также дальнейшее развитие и сети отдельных велосипедных и пешеходных дорожек за пределами городов, что на некоторых участках может, кстати, потребовать перераспределения существенного дорожного пространства. Пока все эти реформы официально не утверждены, а окончательные решения будут приниматься по итогам конференции в Берлине. Однако, друзья, если предложения профильных организаций и ведомств получат поддержку, то мы с вами, миллионы водителей в Германии, уже в ближайшие месяцы можем столкнуться с новыми ограничениями скорости, дополнительными дорожными знаками и более строгим контролем за соблюдением правил дорожного движения. Но вы знаете, друзья, все эти, скажем так, глобальные баталии чиновников вокруг скоростных лимитов меркнут на фоне повседневных финансовых расходов, с которыми сегодня водители, мы с вами в Германии, сталкиваются при обычном посещении магазинов. Контроль на частных стоянках у супермаркетов, вы знаете, давно превратился в такой крупный и быстро растущий бизнес, приносящий серьезные доходы специализированным компаниям. Такие игроки рынка, как Park-Control 24, Park-Vision и Park-Watcher 365 круглосуточно контролируют абсолютно тысячи парковочных зон по всей стране. Весь процесс на самом деле практически полностью автоматизирован, то есть цифровые камеры сканируют и распознают регистрационные знаки каждого въезжающего автомобиля, фиксируя время с точностью до секунды. Для владельцев торговых центров подобный сервис очень удобен, однако для обычных водителей нас с вами он нередко оборачивается дополнительными расходами и неприятными уведомлениями об оплатах. Критики системы утверждают, что отдельные методы контроля вызывают и немало вопросов, а при длительных спорах к процессу взыскания могут подключаться даже специализированные юридические или коллекторские структуры, из-за чего итоговая сумма, вы понимаете, требований заметно возрастает. Журналисты 29 мая, неделю назад, 2026 года, опубликовали резонансное расследование, в котором с помощью скрытых камер и интервью с бывшими сотрудниками попытались показать внутреннюю работу всей этой индустрии. В материале утверждается, что в некоторых компаниях большое внимание уделяется именно количеству выявленных нарушений, а отдельные методы контроля вообще стали предметом критики со стороны экспертов и автомобилистов. То есть, попадая на такую территорию, стоянку, водитель по закону фактически соглашается с правилами пользования парковкой, которые указаны на информационных табличках у въезда. Такой подход ранее был подтвержден решениями немецких судов, это так, частные компании активно используют эту правовую конструкцию, то есть они предлагают владельцам торговых объектов системы видеоконтроля и управления парковками, а доход получают за счет контроля соблюдения установленных правил. Бывший сотрудник одной из подобных организаций рассказал журналистам, что основное внимание в работе уделяется фиксации нарушений и последующему оформлению требований об оплате в отношении водителей, не выполнивших условий пользования парковкой. В этой модели контроля парковок многие критики видят потенциальный конфликт интересов, который в итоге отражается на расходах нас с вами обычных водителей. То есть по официальным договорам такие компании привлекаются для управления парковочными зонами и обеспечения свободных мест для клиентов магазина. Однако в публичных обсуждениях часто отмечается, что экономическая модель подобных сервисов может быть связана именно с количеством зафиксированных нарушений. То есть чем больше выявленных случаев, тем выше доход операторов системы. Журналисты получили доступ к внутренним материалам одной из таких фирм, где описывается, что значительная часть затрат на оборудование и обслуживание системы компенсируется за счет платежей, поступивших от водителей, допустивших нарушение правил парковки. То есть доходит до ситуации, которую многие водители воспринимают как спорные. Уведомления на сумму около 40 евро могут приходить даже в случае кратковременного въезда на территорию или маневра на парковке без остановки.
Камеры фиксируют автомобиль при пересечении зоны контроля, включая случаи, когда водитель использует стоянку просто-напросто для разворота или краткого проезда. Юристы подобных компаний объясняют это действующими правилами частной территории. То есть, если на въезде размещены соответствующие знаки, то любое, буквально любое пересечение обозначенной зоны может трактоваться как согласие с условиями пользования парковкой. В результате даже краткосрочное нахождение в зоне контроля может приводить к выставлению счета. Бывшие сотрудники на условиях анонимности рассказали журналистам, что в отдельных случаях внутри подобных структур могут существовать внутренние целевые показатели по количеству отработанных нарушений. Операторам систем контроля, по их словам, важно обеспечивать стабильную работу сервиса и соблюдение установленных правил. Однако сами компании официально заявляют об отсутствии каких-либо штрафных планов или квот. В публичной коммуникации они подчеркивают, что система направлена исключительно на контроль порядка на парковках. Но на практике же для водителей это часто означает автоматические уведомления о нарушениях, из-за которых обычная поездка за покупками может обернуться для вас дополнительными расходами и необходимостью разбирательств. Сегодня юридическая база в Германии действительно позволяет всем операторам парковок устанавливать свои правила на этой территории и взыскивать плату за их нарушения, что неоднократно рассматривалось и подтверждалось в судебной практике, включая решения и Верховного суда. Однако, друзья, судьи зафиксировали одно ключевое условие, которое формально должно защитить интересы водителей. Все эти правила, временные лимиты и размеры возможных платежей должны быть четко, заметно и понятно размещены так, чтобы любой человек мог их увидеть непосредственно при въезде на территорию. Опытный адвокат из Кёльна, который регулярно представляет интересы именно водителей, в подобных спорах отмечает, что именно на этом пункте часто возникают конфликты ситуаций. По его словам, информационные таблички иногда размещают даже в неудобных местах, имея слишком мелкий шрифт или могут быть частично скрыты, из-за чего водители не всегда даже успевают ознакомиться с условиями. В таких случаях возникает юридический спор о том, было ли фактически выражено согласие с правилами этой парковки. Вторым важным инструментом защиты ваших интересов выступает принцип соразмерности платежей и штрафных требований. Посмотрите на наглядное сравнение государственной и частной систем. За длительное нарушение правил стоянки на обычной городской улице муниципальная служба обычно выписывает штраф, вы, наверное, знаете, порядка 20 евро. На коммерческих же парковках суды в ряде случаев признают базовые требования в районе 30 евро как допустимые. Однако, друзья, мы с вами видим, в отдельных ситуациях итоговая сумма может значительно и увеличиваться за счет дополнительных сборов, процедур взыскания и передачи дела в работу сторонним организациям, из-за чего первоначально эта сумма возрастает до существенно более высоких значений. Профессиональные юристы настоятельно рекомендуют сегодня автомобилистам в Германии внимательно проверять такие уведомления и не оплачивать их, друзья, автоматически в первый же день. При наличии сомнений следует направлять официальное письменное возражение и соблюдать указанные сроки ответа, чтобы сохранить именно ту возможность дальнейшего разбирательства. По словам представителей отрасли, компании, работающие в сфере контроля парковок, часто предпочитают эти споры урегулировать на ранней стадии, если получают юридически грамотное ваше возражение. Причины этого связаны с тем, что подобные дела требуют дополнительных доказательств, включая корректность установки знаков и соблюдение всех формальных процедур. То есть в результате многие спорные ситуации решаются до судебного этапа, если водитель действует последовательно и юридически аккуратно. Вы знаете, друзья, и это еще не все. Парковочные капканы крупных торговых сетей сегодня сменяются высокотехнологичными обсуждаемыми угрозами на автозаправочных станциях Германии, где водители теоретически могут столкнуться с различными схемами, связанными с оплатой топлива. В социальных сетях в Европе периодически распространяются тревожные сообщения о новом предполагаемом трюке, который получил условное название «Афера с винтом».
Суть этой истории описывается следующим образом. В отдельных публикациях утверждается, что посторонний металлический предмет, например, болт, может быть размещен в зоне держателя заправочного пистолета. В теории это может повлиять на корректное завершение процесса фиксации заправки, когда пистолет возвращается на место и система фиксирует окончание операции. В таких описаниях предполагается, что это может привести к ошибкам в расчетах или спорных ситуациях на кассе. Крупные независимые аналитические платформы, включая международный портал Snopes, проверяли подобные сообщения и абсолютно не нашли подтвержденных случаев реализации именно такого сценария на практике. То есть официальные представители энергетических компаний, включая Shell, в подобных обсуждениях отмечают, что современные заправочные станции оснащены системой автоматического контроля, которые фиксируют завершение транзакции и защищают процесс оплаты. В нормальных условиях система завершает вашу операцию после корректного возврата пистолета и обработки данных. Однако, даже несмотря на это, автомобилистам в Германии по-прежнему важно сохранять внимательность при оплате топлива и следить за корректностью списаний. Периодически в информационном пространстве появляются также различные истории и о новых схемах или возможных уязвимостях, и часть из них не подтверждается официальными источниками, это важно. Поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться прежде всего на проверенные данные и соблюдать базовые правила финансовой безопасности абсолютно при любых расчетах на АЗС. Настоящая опасность подстерегает водителей вовсе не у заправочного шланга, будем так говорить, а непосредственно в момент оплаты, поскольку скимминг банковских карт в текущем 2026 году показывает высокий уровень активности по данным ряда наблюдений. Организованные преступные группы сегодня действительно могут монтировать скрытые такие накладные считыватели на платежные терминалы АЗС, чтобы незаметно получать доступ к данным дебетовых и кредитных карт. Профильное подразделение полиции Германии настоятельно рекомендует автомобилистам перед тем, как вставить вашу карточку в терминал, проводить быстрый визуальный осмотр устройства на кассе. Любые выступающие пластиковые элементы, шатающиеся детали, следы свежего клея или необычные накладные панели на клавиатуре могут указывать на попытку вмешательства. Эти же правила безопасности относятся как к обычным топливным колонкам самообслуживания, так и современным зарядным станциям для электромобилей. Если вы, друзья, заметили, что конкретный картоприемник визуально отличается от соседних терминалов, например, имеет подозрительный люфт или поврежденную защитную пломбу, лучше не рисковать своими деньгами и выбрать какую-либо другую точку. То же самое при вводе пин-кода. Рекомендуется закрывать клавиатуру ладонью, чтобы ограничить возможный обзор со стороны скрытых камер, а также регулярно проверять выписки по счетам в мобильном банкинге. Если же в случае обнаружения подозрительных списаний даже на небольшие суммы, стоит, друзья, оперативно заблокировать сразу вашу карточку, обратиться в банк и при необходимости в полицию, чтобы исключить дальнейшие риски для средств. Владельцы современных электрокаров сегодня все чаще упоминаются в обсуждениях кибербезопасности как одна из потенциальных уязвимых групп пользователей, на которую могут нацеливаться продвинутые мошеннические схемы с поддельными цифровыми кодами. По описаниям таких схем сегодня злоумышленники могут размещать фальшивые, друзья, наклейки или QR-метки поверх оригинальных кодов на зарядных станциях. Ничего не подозревавший водитель сканирует такой код смартфоном для оплаты зарядной сессии, после чего может попасть на поддельную страницу, визуально, кстати, похожую на официальный сервис. В случае ввода платежных данных существует риск их компрометации и несанкционированного доступа к банковскому счету. Автомобильный клуб ADAC уже опубликовал неоднократно предупреждения о необходимости внимательности при использовании подобных систем оплаты. Отдельные случаи подобных инцидентов периодически фиксируются и в полицейских сводках, включая сообщения из разных регионов Германии, в том числе и Майнца, где, напомню, в 2026 году расследовались эпизоды с мошенническими схемами при онлайн-оплате зарядных услуг.
Независимые эксперты по электромобильности в рекомендациях для водителей подчеркивают необходимость осторожного отношения к сканированию именно этих неизвестных кодов на публичных терминалах. В качестве более безопасного подхода рекомендуют использовать только официальные приложения энергетических компаний и проверенные способы оплаты, чтобы и минимизировать риск утечки данных и несанкционированных списаний. Криминальная схема на дорогах Германии далеко не всегда, кстати, строится на шпионских технологиях, ведь аферисты часто делают ставку и на банальную человеческую отзывчивость. Один из инцидентов, о котором, кстати, сообщалось в Меммингене, связан с ситуацией у кассы, где злоумышленница разыграла перед женщиной сцену с якобы возникшей проблемой при оплате. Она попросила 63-летнюю пенсионерку приложить банковскую карту к терминалу, объясняя это проверкой работы системы. Пострадавшая из вежливости согласилась, не подозревая, что терминал мог быть связан абсолютно с другой транзакцией или устройством оплаты. В результате операция привела к списанию средств за топливо, которым воспользовался другой абсолютно человек. Эксперты также предупреждают, в подобных ситуациях важно не участвовать в чужих расчетах у кассы, то есть всегда, друзья, сверяйте номер колонки на экране и не передавайте свои платежные действия посторонним лицам. На этом предупреждающей ноте наш аналитический разбор полностью завершен. Завтра я снова, кстати, буду преданно ждать вас здесь же с порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах и ваших деньгах в Европе. Если вам искренне понравился сегодняшний живой разбор ограничений скорости до 80 км в час, рисков на парковках и различных схем на АЗС, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.